Великая хартия вольности или Великая хартия свобод. Великая хартия вольности или Великая хартия свобод – это королевская хартия, связанная с правами, согласованная королем Англии Иоанном или Джоном Безземельным недалеко от Виндзора 15 июня 1215 года. Изначально составленный архиепископом кентерберийским Стивеном Лэнгтоном для того, чтобы заключить мир между непопулярным королем и группой мятежных баронов. Она обещала защиту церковных прав, защиту баронов от незаконного тюремного заключения, доступ к быстрому правосудию и ограничения на феодальные выплаты короне, которые должны были осуществляться через совет, состоявший из 25 баронов. Ни одна из сторон не выполнила своих обязательств, и хартия была аннулирована папой Иннокентием III, что привело к Первой баронской войне. Первая баронская война, гражданская война в Англии между силами группы мятежных баронов во главе с Робертом Фицуолтером и при поддержке французской армии с одной стороны и силами короля Иоанна Безземельного, отказавшегося соблюдать Великую хартию вольности, с другой. Итак, в общем, поскольку Иоанн был вынужден скрепить хартию печатью, он попросил разрешения разорвать ее у своего духовного повелителя, папы Иннокентия III. Осудив это как что-то не только позорное и унизительное, но также незаконное и несправедливое, папа согласился. Великая хартия вольности по-прежнему считается одним из самых важных документов, когда-либо написанных, вдохновивших многих на то, чтобы люди могли рассматривать вопросы справедливости и свободы, которые могут влиять на законы. Великая хартия вольности оказала влияние на английское право вплоть до наших дней. Это один из самых знаменитых документов в истории Англии. Она признана краеугольным камнем идеи свободы граждан. После смерти Иоанна регенское правительство его молодого сына Генриха III в 1216 году переиздало документ, лишив его некоторых радикальных положений. Это было безуспешной попыткой заручиться политической поддержкой. По окончании Первой баронской войны в 1217 году он стал частью Ламбетского мирного договора, и документ получил название «Великая хартия», чтобы отличить его от более мелкой лесной хартии, которая была издана в то же время. Лесная хартия – законодательный акт, обнародованный королем Англии Генрихом III в 1225 году. В формулировки хартии были внесены незначительные изменения. Лесная хартия пересматривала положение закона о королевских лесах, расширяя права фрименов и смягчая систему наказаний за нарушение королевских лесных привилегий. В общем, не имея средств, Генрих издал хартию в 1225 году в обмен на предоставление новых налогов. Его сын Эдуард I Длинноногий повторил эту процедуру в 1297 году, на этот раз утвердив ее в качестве части статутного права Англии. Статутное право в странах англосаксонской правовой системы – совокупность норм права, создаваемых законодательными органами, законы. Статутное право также включается акты органов местного самоуправления. В статутном праве существует иерархия правовых актов. Акты законодательных органов обладают большей юридической силой, чем акты исполнительных органов. Акты государственных органов обладают большей юридической силой, чем акты местных органов. В общем, хартия стала частью политической жизни Англии и обычно возобновлялась каждым монархом по очереди, хотя с течением времени и принятием новых законов зарождающимся парламентом Англии она теряла свое практическое значение. В конце XVI века интерес к Великой хартии резко возрос. Юристы-историки того времени считали, что существовала древняя английская конституция, восходящая к временам англосаксов, которая защищала права, индивидуальные английские свободы. Они утверждали, что нормандское завоевание Англии, вторжение в 1066 году в Англию армии Вильгельма Завоевателя, герцога Нормандии, и последующее подчинение страны, уничтожило эти права, и что Великая хартия была народной попыткой восстановить их, что сделало хартию важнейшей основой для современных полномочий парламента и таких правовых принципов, как habeas corpus, институт английского уголовно-процессуального права, тесно связанный с принципом неприкосновенности личности. Он также входит в правовые системы других стран англосаксонской правовой семьи.
В соответствии с правилом habeas corpus задержанный человек или другой человек от его имени может обратиться к суду жалобой на произвольный арест или задержание и потребовать выдачи специального судебного приказа, предписывающего доставить задержанного в суд для проверки законности такого ареста или задержания. Хотя эта историческая версия была сильно ошибочной, такие юристы, как сэр Эдвард Кок, широко использовали Великую Хартию в начале XVII века для того, чтобы выступать против божественных прав королей. Яков I и его сын Карл I пытались подавить обсуждение Великой Хартии. Политический миф о Великой Хартии и ее защите древних личных свобод сохранялся после славной революции 1688 года вплоть до XIX века. Он повлиял на американских колонистов в 13 колониях и на формирование Конституции Соединенных Штатов Америки. Конституция США стала высшим законом США. Исследования викторианских историков показали, что первоначальная хартия 1215 года касалась средневековых отношений между монархом и баронами, а не прав простых людей. Но хартия оставалась мощным знаковым документом даже после того, как почти все ее содержание было исключено из сводов законов в XIX и XX веках. 3 пункта 1, 9 и 29 остаются в силе в Англии и Уэльсе. Сегодня Великая Хартия по-прежнему является важным символом свободы. На нее часто ссылаются политики и участники избирательных кампаний, а британские и американские юристы относятся к ней с большим уважением. Лорд Деннинг назвал ее величайшим конституционным документом всех времен, основой свободы личности, то, что против произвола деспота. В 21 веке сохранились 4 образца оригинальной хартии 1215 года. Великая Хартия Вольности содержит 63 пункта, написанных на латыни на пергаменте. Только 3 из первоначальных положений Великой Хартии Вольности все еще являются законом сегодня. Один защищает свободу и права английской церкви, другой подтверждает свободы и обычаи городов. А этот пункт является главной причиной, по которой Хартия все еще известна. Ни один свободный человек не должен быть схвачен, заключен в тюрьму, лишен своих прав или имущества, объявлен незаконно сослан. И мы не будем применять к нему силу, кроме как по законному решению или по закону страны. Никому мы не продадим, никому не откажем и не задержим право или справедливость. Этот пункт ограничивает власть правителей и вводит идею законного процесса, идею суда присяжных. BBC резюмировала основные положения документа следующим образом. Никто не стоит выше закона, даже король. Каждый человек имеет право на справедливое судебное разбирательство. Никакого налогообложения без представительства. BBC сообщила, что Великая Хартия Вольности установила ряд важных принципов, которые были скопированы во всем мире. Это в дальнейшем повлияло на разработку Конституции США и разработку Всеобщей декларации прав человека. Истоки лежат в средневековой феодальной системе, в которой слово короля было законом. В то время это разрешило конфликт между королем Иоанном Джоном и его главными людьми, баронами и епископами. Между баронами и епископами и королем Иоанном разгорелся спор из-за налогов и споры с Папой Римским. Бароны выбрали время, чтобы оказать на Иоанна давление. Иоанн проиграл битву, был отлучен Папой Римским и опасался гражданской войны у себя дома. Он встретился с баронами в июне 1215 года. Содержание хартии было разработано для того, чтобы восстановить баланс власти между королем и его подданными.
Но особенно между Иоанном и баронами, когда король Иоанн поставил свою печать на Великой Хартии Вольности, он признал основополагающий принцип, согласно которому, даже будучи королем, он не был выше закона. Это означало, что короли не будут обладать такой властью, как раньше. Хартия также устанавливала правила наследования, и для этого требовался определенный официальный процесс. В Хартии говорилось, что люди имеют право не подвергаться незаконному тюремному заключению. Другими словами, король обязан править в рамках закона. Было изготовлено и распространено 13 оригинальных копий Хартии. Сегодня выжили только 4.